Мы сегодня с вами поговорим о животрепещущей теме. Фейс-фитнес – это все-таки полезно или вредно? Это все-таки эффективно или неэффективно? Очень много споров, комментариев на эту тему. Я вам расскажу свою точку зрения как врач-косметолог, который наблюдает за своими пациентами, за типами старений, за типами мышц у пациентов и также паттернами. Сегодня мы с вами поговорим про паттерн поведения мышц. Итак, всех приветствую на моем канале. Меня зовут Симагина Виктория Валерьевна. Я врач, дерматовенеролог, косметолог со стажем более 7 лет. На моем опыте уже более 5000 коррекций увеличений губ и также довольных пациенток. Являюсь автором уникальной технологии увеличения губ без боли в 2 этапа. У нас есть типы старения. Некоторые очень постоянно сильно недовольны чем-то в жизни или, в принципе, привыкли хмуриться, морщиться из-за зрения или других особенностей, и у них формируется тип старения условно, на негативном таком окрасе лица. Это паттерн старения, когда мы выглядим как будто бы суровыми. Почему нас считают в Европе, в Америке суровой нацией? Потому что мы постоянно хмуримся. Это субъективное мнение. Есть такие женщины, такие лучики, я их называю, которые постоянно улыбаются, и у них формируются вот здесь вот морщинки, такие лучики около глаз. Мы можем повлиять на то, как будут располагаться наши мимические морщины в старости. Каким образом? Мы используем процедуры ботулинотерапии и можем поменять свой паттерн поведения. Допустим, у меня была склонность хмуриться, морщиться, но я этого хотела избежать, и поэтому с 23 лет колола себе ботулинотерапию. И мое лицо сейчас выглядит довольным, счастливым. Ботокс, ксиамин или диспорт, неважно какой препарат ботулинотерапии, расслабляет мышцы лица, что приводит к тому, что лицо у женщин более расслабленное, более довольное, сексуальное. Это очень располагает при общении меня с моими пациентами, также при общении с друзьями, с родственниками и так далее, нежели чем когда я сурово могу взглянуть на них. Поэтому на паттерн поведения мы можем повлиять, если мы, получается, блокируем мышцы. Когда мы вводим препарат, блокируется мышечный синапс, высвобождается ацетилхолин, он также бежит по нервным нашим окончаниям, и мышца блокируется, мышца расслабляется, она в релаксе, миорелаксант. Будем называть это так. И мы чувствуем себя намного расслабленнее. Поэтому, когда у нас есть гипертонус каких-то мышц, особенно жевательных, и мы их сжимаем вот так, у нас даже зубы от этого портятся. У нас даже кажется, что мы очень зажаты, и губы поджаты бывают. И поэтому мы расслабляем свои мышцы, чтобы не быть такими зажатыми и недовольными. Мы хотим быть более расслабленными. Гипертонус мышц мы не хотим создавать ни в какой своей части тела. Мышцы на лице – это единственные мышцы на теле человека, которые крепятся к коже. Они не крепятся соединительным прослойкам. У нас, допустим, на теле есть мышцы, которые крепятся непосредственно не к коже, а еще дополнительно. Есть прослойки мышечные и так далее. Поэтому все ваши мышцы, какое у них движение происходит, этот паттерн закрепляется на вашей коже. То есть, если вы постоянно наверх брови поднимаете, у вас поперечные морщины лба. Если вы постоянно хмуритесь, у вас поперечные здесь продольные морщинки межбровья. Если вы постоянно улыбаетесь, у вас лучики и так далее. Поэтому это говорит о том, что если вы перенапрягаете какие-то мышцы, если вы начинаете их усиленно качать, если вы начинаете что-то с ними делать, то вы образуете дополнительные морщины и дополнительный гипертонус. Мы стараемся, как косметологи, их расслабить, а вы формируете еще дополнительное напряжение и морщины. Поэтому здесь решаете сами, что вам эффективно и лучше подходит. В каком-то возрасте, я как уже говорила в прошлых видео, массажи или какие-то домашние уходовые процедуры просто перестанут помогать и не будут эффективны, потому что у нас происходит гравитационный птоз, когда славянской популяции у нас опускается, брыли появляются, опускаются наши связки, происходит резорбция костей черепа и образуется орбита более глубокая, поэтому мы заполняем слезную борозду здесь
с возрастом. Все изменения физиологически все равно будут происходить. Поэтому вы можете, конечно же, делать фейс-фитнес всю жизнь или все-таки делать хотя бы 2-3 раза в год диспорт, и потом в дальнейшем ваши морщины не будут образовываться. Если вы же боитесь делать какие-то ботулинотерапии, то у нас в косметологии есть прекрасные препараты, другие, допустим, коллаген, который также уплотняет кожу и ее наполняет изнутри, гиалуроновая кислота, биоревитализация, процедуру, которой мы тоже увлажняем кожу. Есть аналоги, есть другие процедуры, которыми можно заменить. Но все же от мышц, от их активности и гипертонуса помогает именно ботулинотерапия. Поэтому хочется обратить ваше внимание, что фейс-фитнес и все эти распиаренные коучи, которые говорят вам: не делай инъекции, ходи на фейс-фитнес, делай себе дома, конечно же, будет неэффективно. Фейс-фитнес приведет вас к гипертонусу мышц, приведет к преждевременному старению, также будут формироваться дополнительные морщины. Очень часто я слышу от своих пациентов, что, проводя какие-то такие манипуляции с собой, у них образовывались компенсаторные морщины. Поэтому берегите себя, берегите свою кожу и обращайтесь только к проверенным специалистам. Подпишитесь на мой канал, пишите комментарии под этим видео, что вы думаете по этому поводу, и также ставьте лайк, отправляйте подруге.